Камера идет, идет мотор. Александр Стальевич, вы попали в Кремль осенью 98 года. Это было время, когда вот буквально только-только ушло в отставку так называемое правительство молодых реформаторов, да, где были и Чубайс, и Немцов. За год до этого состоялся вот тот скандальный аукцион по Связинвесту. И после него шла такая борьба между правительством и бизнесменами, которые владели основными СМИ. А Гусинский с Березовским через свои каналы, как тогда говорили, мочили реформаторов. Расскажите, что на самом деле в этот момент происходило? Кто был прав, кто виноват? У меня такое ощущение, что там правых, если честно, не было в этой ситуации. Так скорее. Мне кажется, правительство молодых реформаторов оно не занимало по отношению к бизнесменам, которые на это презентовали, нейтральную позицию. Мне казалось, там была какая-то часть бизнесменов, которые правительству молодых реформаторов была в большей степени мила, и была какая-то часть инвесторов, которая была менее мила. И правительство как-то вот выруливало таким образом из этой ситуации. Но я повторюсь, я не так глубоко был внутри, чтобы это все понимать. Но мне кажется, там были инвесторы в силу разных исторических причин более близких к правительству. Ну, видимо, ментально, по возрасту, по каким-то еще параметрам. Вот. Я не уверен и вовсе даже не думаю, что эти преференции правительства носили какой-то коррупционный характер, вовсе нет. Но они были как-то скорее явно выраженными все-таки, да, в пользу одной из групп инвесторов и против другой группы инвесторов. И в это же время, по сути, в августе 1998 года, то есть буквально за месяц, да, до вашего назначения, произошел дефолт, из-за которого слетело правительство Сергея Кириенко. А расскажите про причину вот этого дефолта, что привело к этому экономическому краху? Ну, мне кажется, что точно это не то, что можно предъявить правительству Кириенко, оно в этом не виновато. Мне кажется, когда это правительство возникло, правительство простите, Кириенко, пожалуйста, я вас прерву. Да. Если можно, давайте еще на шаг назад отступим. На ваш взгляд, почему Ельцин вообще выбрал Кириенко и сделал его премьером? То есть у него был Черномырдин, абсолютно надежный, такой близкий и по возрасту, и по мировоззрению, и вдруг он выбирает совершенно молодого, никому неизвестного парня. Ну, мне кажется, у Бориса Николаевича, конечно же, было желание как-то более энергично двигаться в каком-то современном направлении. Да? И я думаю, что... Ну, мне кажется, ему вообще молодежь в правительстве и в администрации всегда нравилась. Он сам был по возрасту много старше всех присутствующих, но всегда поддерживал молодых. Ему, в принципе, это как-то было внутренне близко. И мне кажется, при всем его добром отношении к Черномырдину, ему хотелось какого-то обновления, какого-то более энергичного движения вперед. К этому моменту правительство Черномырдина уже пережило несколько кризисов. И, собственно, 97-й год был там по экономике кризисный, да, там все кризисные явления, они накапливались, правительство судорожно брало в долг, возвращать не могло собрать налоги. Этот клубок, он наматывался, становился все больше и больше и больше. И было такое ощущение, что в силу какой-то инерции, может быть, отсутствия каких-то современных методов в руках у этого правительства, невозможно все эти проблемы решить. Плюс, мне кажется, возникла некая у Бориса Николаевича усталость вот этой внутреннего напряжения в правительстве между таким относительно консервативным Виктором Степановичем и прогрессивными там, теми самыми младореформаторами, да, которые, в общем, конфликты бывают разные, они иногда бывают позитивными, иногда деструктивными. Мне кажется... Немцов, Газпром, да. Ну да. Таких конфликтов там было много в этой ситуации вокруг «Газпрома» и так далее. Я думаю, что это был тоже один из аргументов для Бориса Николаевича, почему надо как-то дать шанс этим молодым там, проявить себя и сделать что-то полезное для страны. Ну, ему уже когда-то он поверил в Гайдара. Да? Вот на этом этапе, мне кажется, уже этот реформаторский, эта энергия реформаторская, она стала стремительно угасать. Даже там, где она появлялась, эта энергия, она гибла в недрах того же правительства. И Борису Николаевичу хотелось дать этим молодым ребятам возможность улучшить ситуацию, поправить ее, выйти из кризиса и так далее.
Мне кажется, в основном в этом. Потому что проблемы копились, они не решались. То есть Ельцин снова решил поставить на молодых. Ну, как-то так. Чего, наверное, недооценил Борис Николаевич, совершив замену Черномырдина на Кириенко, что это новое правительство не обладает политическим весом, не обладает доверием со стороны инвесторов и всех остальных, и это не улучшило ситуацию, а в какой-то момент ее даже немножко ухудшило. То есть вот этот клубок проблем, все-таки, когда в кресле премьера сидел увесистый такой, уверенный в себе, авторитетный Виктор Степанович, это было одно. Когда поменялось правительство, возникло новое правительство, которое многим казалось легковесным, неопытным, ему еще надо было себя зарекомендовать, у него не было такого авторитета, как у Черномырдина. Мне кажется, это был некий... При том, что реально оно по составу было вовсе не хуже, а, наверное, было лучше. Лучше. Многие считают, что лучше. Ну, мне тоже так кажется, да. Но поскольку у него не было авторитета, не было такой вот увесистости, а в кризисных условиях это всегда важно, когда есть какой-то остров стабильности, да, и, условно, тоже правительство, которое берет в долг под 150 или 200% годовых, это означает же, что ему не верят, что оно вернет, да, когда под такие проценты ты вынужден брать в долг. Когда ты берешь долг под 5-10% годовых, значит, тебе верят. А под 3% тебе верят совсем. Вот. Это что-то означало тоже. И правительство Кириенко, оно, собственно, оно просуществовало сколько? Полгода, да, плюс-минус. С марта по август. В конце марта Кириенко был назначен исполняющим обязанности, а Дума его утвердила уже в апреле или в начале мая. Где-то, да, где-то так. Мне кажется, в конце апреля. Вот это вот такая чуть некая легкость этого правительства, отсутствие таких тяжеловесов в нем, это тоже был некий сигнал, который чуть ухудшил ситуацию, потому что содержательно это правительство было сильнее. Вот. Сделать это правительство толком ничего не успело, потому что оно жило в условиях кризиса, когда все катилось в пропасть, и при том, что я присутствовал на многих совещаниях, где обсуждались абсолютно разумные вещи, правильные, своевременные, но все они требовали некой политической воли. Политическая воля и умение переубедить инвесторов. Да? Но там один из фрагментов. Борис Федоров, который вернулся в правительство, собирать налоги. Да, вот, казалось, должен прийти такой энергичный человек, который всем покажет: я налоги наконец могу собрать. А раз я могу собрать налоги, значит, я могу вернуть деньги тем, кто дает в долг их правительству сегодня. И это была задача, во-первых, рассчитывали, что он как управленец с этим совладает, во-вторых, что это какое-то произведет впечатление. И он прилагал довольно большие усилия для того, чтобы это сделать и как-то это все проявить. Но ситуация не менялась. Мне кажется, все так уже катилось в сторону кризиса и было, в общем-то, детерминировано. Платить налоги страна не была готова. Крупный бизнес их не платил, малый бизнес их не платил. И вся экономическая система была так устроена, что тот, кто вдруг начинал их платить, налоги, он становился неконкурентоспособным. Вот. Поэтому я думаю, что вины правительства Кириенко в этом нет. Если бы тоже правительство существовало в условиях стабильных, более-менее благоприятных, я думаю, что оно достаточно больших результатов могло бы добиться. То есть у них был план мер абсолютно правильных, разумных, рыночных, прогрессивных и так далее. Угу. И вот с 1998 года Борис Николаевич увольняет весь экономический блок, в том числе Лившица. Понятно, что... 98-го. 98-го? 99-го. 98-го. И вы становитесь замом руководителя администрации президента по экономическим вопросам и уже принимаете, насколько я понимаю, активное участие во взаимодействии с Примаковым.
Во-первых, почему Примаков? Почему Ельцин остановился на этой кандидатуре? И вы знаете, даже если можно чуть раньше начать, до назначения Примакова Ельцин сделал попытку снова вернуть в премьеры Черномырдина. Расскажите, как все это происходило? Ну, мне кажется, это было желание вернуть какой-то остров стабильности в период страшного стресса в обществе, когда дефолт, государство не может платить по своим обязательствам, курс рубля к доллару раза в 4 меняется буквально за несколько дней. Да, он сначала 16, потом к сентябрю 20 был. Ну да, в несколько приемов он в разы улетел. Это означало тотальное обнищание людей, полная потеря всех экономических ориентиров. Тот, кто чего-то накопил, потерял. Вся система экономических ориентиров была порушена. И в этой ситуации, мне кажется, президент подумал о том, что надо каким-то образом вернуть эту стабильность. Надо вернуть какую-то стабильность. Естественно, как всегда бывает в кризисы, повышается спрос на какие-то левые идеи и левые рецепты их решения всяких проблем. И на фоне правительства, которое было скорее правым по системе экономических взглядов, да, первая идея была вернуть Черномырдина, который, скорее центристом таким смотрелся, да, может быть, даже чуть более левым, чем центр. Это не получилось в силу противостояния с Государственной Думой. И, собственно, после этого возникла идея все-таки искать какого-то тяжеловеса, который и даст какую-то такую обезболивающую пилюлю тем, кто проповедует левые взгляды, и станет островом стабильности для страны, для правительства, для власти и так далее, и так далее. Отсюда и возник спрос на такого человека, как Примаков. А Борис Николаевич дважды выдвинул Черномырдина, 2 раза его Дума не утвердила. Второй результат был даже хуже, даже хуже первого голосования, хотя там были огромные усилия потрачены, чтобы Черномырдина все-таки утвердили. И, насколько я понимаю, вы были уверены, что Черномырдина нужно выдвигать еще раз, да? Правда. А какая у вас логика была? Я считал, что Дума точно не хочет распускаться, и что у Думы это был кураж. Естественно, они были дико недовольны президентом, им хотелось как-то ему отомстить, но мне казалось, что они, тем не менее, готовы, не настолько готовы решительно действовать, чтобы потерять собственное кресло. Это первое соображение. Поэтому, мне кажется, пока они понимали, что есть возможность торговаться и показывать зубы, они их показывали. Если бы они поняли, что вопрос стоит ребром, либо ты голосуешь за премьера, либо Дума распускается, это был бы для них серьезный аргумент проголосовать все-таки за премьера. А второе, я думал, что даже если они не проголосуют за Черномырдина, тогда можно пойти на распуск Думы и на досрочные парламентские выборы. Понятно, что тот парламент, он был таким совсем скверным партнером для президентской власти, да и для любого правительства, по сути. Мои аргументы были примерно такими. Ельцин, видимо, решил не идти на такой риск, да, и появился Евгений Максимович Примаков. Расскажите, пожалуйста, в 2 словах о составе этого правительства, кого он пригласил, насколько оно было не совсем, однородным. Там был, с одной стороны, например, Михаил Задорнов во главе Минфина, да. А с другой стороны, такой совершенно консервативный Кулик, да, министр сельского хозяйства. То есть такой как будто бы странный замес. Это было в каком-то смысле коалиционное правительство. И я думаю, что Примаков, как человек такой, ему хотелось добиться максимальной поддержки в Государственной Думе, поэтому он попытался в свое правительство взять понемножку ото всех, чтобы каким-то образом получить серьезную поддержку в парламенте. И в какой-то степени он этого результата добился, надо отдать ему должное. Поэтому правительство было очень пестрым, там очень-очень разные люди. Тот же Михаил Задорнов суперпрофессиональный и исключительно порядочный человек. С непростым характером, но это не является серьезным дефектом в моем понимании.
довольно такой упрямый, но очень профессиональный и очень приличный. Мне кажется, он был хорошим министром финансов. Там появились какие-то новые фигуры, ну, та же Валентина Матвиенко. Я считаю, что это тоже была большая находка для власти. Она после этого много она была хорошим вице-премьером по социалке, реально разбирающимся в предмете и реально очень сильным. Не уверен, что с тех пор были более сильные вице-премьеры. Это можно вырезать. Ну, нет, реально. Потом она тоже и в Питере была неплохим губернатором, скорее хорошим, при всех сложностях этого города. Вот. Это правительство было такое очень разношерстное, но главой экономического блока в этом правительстве был Маслюков. Он был там было два первых зама. Одним из них был Густав, если не память не изменяет, вторым был Маслюков. Маслюков отвечал за экономику, и он был до этого членом фракции коммунистов. У меня с ним были добрые такие отношения, мы с ним как-то еще, когда был заместителем, и до этого как-то поддерживали добрые отношения, которые исторически сложились. Но он был, конечно, человеком совсем из той жизни, из прошлой. Я могу сказать, это первое установочное совещание в кабинете у Маслюкова. В качестве первого вице-премьера он собирает экономический блок, собирает еще каких-то депутатов из разных фракций, каких-то академиков, которых он очень любил. Я их тоже любил. Вот. Я других, правда, академиков любил, не таких, как он. Вот. Но, значит, совещание в этом вице-премьерском кабинете, значит, за длинным столом. И он мне позвонил, говорит: Саш, слушай, поддержи меня, по-товарищески приезжай тоже на это совещание, вот, покажем, что мы все вместе. Вот. Ну, я приезжаю к нему в Белый дом, он меня там рядом с собой сажает, вот там длинный стол. Ну, идет какая-то дискуссия, он какое-то краткое вступительное слово сказал, что вот про рынок, конечно, будем рынок развивать, но рынок же он не всемогущий. Вот, надо и рынок поправлять, и государство должно. И какая-то дискуссия вокруг этого возникла. Академики что-то говорят, не академики, кто-то что-то спорит. И он в полемическом порыве в какой-то момент перед ним стоит бутылка то ли Ессентуков, то ли чего-то на столе. Он говорит: вот вы все говорите про рынок. Ну вот посмотрите, подвигает к себе бутылку эту. Ну вот кто-то производит воду, эту, которую туда наливает, кто-то стеклянную бутылку, кто-то этикетку, кто-то пробку. Ну, кто же может сообразить, сколько всего этого надо производить? Это государство должно всем сказать. Тогда оно в одном месте соберется, и это будет рыночный нормальный продукт. Это и была система взглядов его, что вот для того, чтобы все произвели, что а зачем производить больше этикеток, чем бутылок? Это же глупо. Там кто-то произведет, глядишь, там и будет экономический кризис из-за этого, или пробок больше. А государство должно все это спланировать и поправить рынок, и вот это будет идеальный рынок. Вот это первый вице-премьер, который покойный же. Он был хороший человек, он искренне во все это верил, но система взглядов и того, что у него в голове, она была такая. И это был глава экономического блока правительства Евгений Максимович. Вот. И в эту же команду потом влился Геращенко. Геращенко, да. А как можно, вы считаете, оценить работу этого правительства? Сейчас многие говорят, что вот та стабилизация, которая произошла в примаковский период, что она не была заслугой правительства Примакова, а была результатом профицита рублевого баланса постдефолтного и, с другой стороны, инерции свободного рынка, который же вовсю тогда функционировал. А правительство можно было похвалить только за то, что оно не наломало дров, не стало печатать деньги, не вернуло пятилетки и все эти коммунистические прелести. Ну, у меня есть ответ, он просто совсем не политкорректный, поэтому его надо вырезать. Да. Это хороший пример, когда безмозглость власти компенсируется ее безрукостью. Вот, они пытались что-то делать, но поскольку руки не с того места росли, у них в целом они не продвинулись. А в какой-то момент и руки опустили уже. Я, честно говоря, у меня в голове вот не осталось чего-то, даже понимания, какова была политика этого правительства. Да? Понятно, что там были на отдельных участках, там были дельные люди, они делали свое дело. Но в целом политика правительства, конечно, она была
такое. Но оно немножко плыло по течению, и оно, конечно, было бенефициаром дефолта. Потому что резкое изменение курса рубля, оно привело к ограничению импорта, который стал по ценовым параметрам малодоступный, и промышленный импорт, и продовольственный, и какой угодно. И благодаря этому стало расти довольно агрессивно импортозамещение. И основная часть этого девальвационного эффекта, это во всех экономиках мира так срабатывает, да, когда курс национальной валюты падает, у тебя импорт ограничивается, а внутреннее производство растет. Основной эффект этот девальвационный, он достался, собственно, правительству Примакова Евгения Максимовича. Хотя этот эффект, он по неспадающей и дальше продолжал действовать, я думаю, еще где-то год или полтора после этого, по нисходящей как-то. Но основные лавры достались этому правительству. И, собственно, это позволяло улучшать экономические показатели, в общем, радикально ничего не делая. И не было спроса на такие какие-то изменения, да? Потому что когда у тебя все катится в пропасть, все плохо. От правительства все требуют: принимай меры, делай что-то, да? Когда у тебя все растет, собственно, и слава богу. Поэтому, мне кажется, правительство было не очень эффективным в целом, как механизм управления экономической политикой. Внутри этого правительства, безусловно, были содержательные люди, которые на своих участках делали какие-то позитивные вещи, как тот же Задорнов на посту Минфина. Но в целом правительство особо ничего такого активного не делало. Но при этом его популярность нарастала благодаря тому, что был экономический эффект. Александр Стальевич, а как вы считаете, у Примакова в тот момент, когда он был премьером, были президентские амбиции? То есть было ли у него в голове, что надо протянуть эти 2 года, а там уже и президентское кресло его ждет? Или Валентин Борисович Чумашев нам рассказывал, что он присутствовал при разговоре Ельцина и Примакова, когда они обсуждали, что они эти 2 сложных года вместе отработают, а потом также вместе уйдут на пенсию. А как вы считаете, были у Евгения Максимовича надежды стать президентом? Мне кажется, что в момент, когда он только приходил в правительство на пост премьера, у него таких амбиций не было, мне кажется. А скажите, пожалуйста, что президентских амбиций не было? Амбиций президентских у него не было, да, в момент, когда он стал премьером. Ему было не до этого, и, в общем, мне так кажется. Но поскольку он был по всяким показателям успешным премьером, показатели экономические при нем улучшались. Какие-то задолженности по зарплатам где-то погашались, что-то там повышалось, благодаря тому же девальвационному эффекту экономика подрастала. И потом вообще, мне кажется, для премьера в российской системе власти, для премьера логично иметь президентские амбиции, если это успешный премьер. Потому что это вторая строка в табле о рангах, да, и если человек успешен на этой позиции... Он исполняющий обязанности, если что-то случится. Он конституционно исполняет обязанности, и по набору экономической власти и полномочий, безусловно, это второе лицо в государстве. Поэтому мне кажется, что это логично, и в этом нет ничего плохого. Мне кажется, это естественно. Я бы никогда не взялся бы обвинять премьера, который хочет стать президентом, в том, что это плохо. Вообще никого в этом нельзя обвинять. В том, что у него есть какие-то амбиции, в том числе президентские. Глупо людей в этом обвинять. Можно этому сочувствовать или не сочувствовать, можно с этим бороться или поддерживать, в зависимости от своих политических преференций личных. Но в целом ничего плохого в этом нет. Мне кажется, в какой-то момент у Евгения Максимовича, очевидно, эти амбиции возникли. Он, естественно, всем говорил, что это не так, но я думаю, что, конечно, эти амбиции были. Но возникли не сразу. В какой момент, трудно мне судить, где-то, наверное, посередине его премьерского срока плюс-минус. Весной 1999 года, да, вы стали главой администрации президента и сразу оказались в эпицентре нескольких тяжелых конфликтов. Давайте начнем с этой истории со Скуратовым.
человек, похожий на генерального прокурора. Расскажите, пожалуйста, про это. Ну, скуратовский конфликт, он мне достался от Николая Бардюжа по наследству. Да, как бы, история началась при Бардюже, когда он к себе позвал генерального прокурора, предъявил ему информацию, да, эту пленку, это видео. Вот, и между ними состоялся какой-то разговор, в результате которого Скуратов решил уйти в отставку. И, насколько я понимаю, даже написал заявление, да, об этом. Вот это заявление было представлено президенту, и информация о том, что он собирается уходить в отставку. Потом, насколько я понимаю, он уехал куда-то из Кремля и начал какие-то... Он вроде бы попросился в отпуск на 3 недели. Да, он попросил отпуск на 3 недели и сказал, что он должен с этим как бы пожить, пережить и да. Понять, что с этим делать. Да, и насколько я понимаю, судя по рассказам очевидцев, первые пару недель даже не было никаких попыток отмежеваться от этого и говорить, что на пленке не он. Это я вам версию Валентина Юмашева пересказываю, что якобы для него, для Скуратова, самое главное было скрыть эту пленку от жены. Главное, чтобы жена не узнала, а дальше он подает заявление и просто без всяких причин по болезни тихо уходит. А вот после этого, я так понимаю, что его уже кто-то убедил не сдаваться, наоборот, идти в атаку. Я даже слышал версию, что это был Невзлин с компанией. Ну да, там я не уверен, что они были единственными, там какой-то был круг болельщиков у него свой, которые, видимо, посчитали, что им политически выгодно иметь такого вот прокурора, который недоволен властью, является таким уже ее биологическим противником в борьбе за собственную шкуру, готов уже практически на все, да. Я думаю, что как-то это возникло, какой-то симбиоз. Наверное, там были действительно и Невзлин. Трудно судить, но я так понимаю, что у него, как генерального прокурора, был широкий круг всяких контактов. Кто-то его... Судя по пленке, да. Да, очень широкий. Девочки, мальчики, там все, я не знаю, там, в разных смыслах этого слова. Но в конечном счете как-то он, видимо, с какой-то группой товарищей и товарок там, решил, что можно и не уходить в отставку, а побороться. Ну, а поскольку к этому моменту это означало уже борьбу с президентом, который казался многим слабым тогда, не очень популярным, он решил вступить в эту борьбу. Это трудно сказать. Ну и вот мне от Николая Бардюжа по наследству этот конфликт достался. Не могу сказать, что у меня был опыт разруливания такого рода конфликтов. Вот. Возникла идея, что я должен пойти в Совет Федерации и как-то провести с ними дискуссию на тему того, чтобы они дали согласие на его отставку. Трудно сказать, была ли это ошибка или нет, но это было неудачно. И у меня ни опыта публичной деятельности не было. Видимо, я там тоже далеко от совершенства провел эту операцию. И сенаторы, в общем, мне показалось, что им особо и не важно было, что и как я говорил. Они были заточены тоже на некую борьбу, там с ними провели работу. И, в общем, это был некий довольно бессмысленный содержательный конфликт, но позиционно-политически выгодный в силу тех или иных причин, там части губернаторов, которые тоже претендовали на влияние, на власть, о чем-то с кем-то вступали в какие-то коалиции, ну и Кремлем по другую сторону баррикад. Вот. Поэтому, собственно, эта ситуация перешла в такую вялотекущую фазу после этого, да, после того, как Совет Федерации не дал это согласие. Ну и потом она с несколькими волнами, с конфликтами, с обострениями так долго развивалась и, по-моему, была разрешена полностью уже в 2000 году. То есть уже при Путине? Да, уже президентом стал Путин, и после этого уже Совет Федерации дал согласие. А насколько эта ситуация со Скуратовым влияла на политический расклад сил во власти и вообще на общеполитическую ситуацию?
То есть была ли эта история на тот момент заметной, серьезной? Или это был просто какой-то веселый курьез, который мало на что влиял, а были какие-то вещи в тот период, которые были намного важнее? Не, ну там были, конечно, вещи, которые были важнее. Это была, ну, как, это была важная история. Я не могу сказать, что она была самая важная. Но, условно, у нас в повестке дня все-таки импичмент был в Государственной Думе в повестке дня, да, и у нас в какой-то период не хватало голосов, чтобы его провалить, но хватало голосов в Совете Думы, чтобы его переносить постоянно на потом. И он был проголосован только в мае после отставки Примакова. Поэтому, ну, понятно, что для администрации президента вопрос об импичменте президента точно важнее, чем отставка генпрокурора. А расскажите, пожалуйста, про этот импичмент. Про импичмент... Ну что, собственно, этот вопрос в повестке дня Думы был задолго до этого. Там было несколько вопросов, по каждому из которых отдельно голосовался импичмент. 4 вопроса, по-моему. 4 было вопроса. Там была война в Чечне, там был что такое, по-моему... Геноцид там был. Геноцид там был, да, какой-то геноцид был. Там были Беловежские соглашения, по-моему, что-то такое, типа, или развал Советского Союза, как-то так назывался, и что-то еще 4. И по всем по этим вопросам у нас было довольно плохо. По некоторым было совсем плохо, по некоторым просто плохо. А по Чечне было плохо, потому что Яблоко присоединилось, да? Да, там была довольно консолидированная позиция. Вот, и, собственно, нам надо было, чтобы не было набрано 2/3, если мне память не изменяет, по-моему. Но при этом политически нам было важно еще, чтобы это было где-то, ну, хотя бы не больше половины, 50% или около того. Вот. И понятно, что это тот вопрос, который, ну, меня волновал сильно больше, чем Скуратов. Но вообще в то время как бы администрация не казалась таким лакомым местом для работы. Напряженно было? Да, это такой, ну, в общем, в момент где-то в марте 99-го года это как-то смотрелось, как скорее там предложение стать капитаном тонущего корабля, примерно. Я помню хорошо, что когда я вернулся в Кремль с указом о собственном назначении, вот, и я сам обзванивал основных, ну, наших как бы партнеров во власти: Строева, Селезнева, Лужкову позвонил, и Примакову Евгению Максимовичу я позвонил, ну, что вот скоро выйдет, ну, чтобы они не из телевизора узнали, вообще, наверное, было бы правильно, чтобы президентам позвонил, но так вот я сам их обзванивал. Все так сдержанно, безрадостно это восприняли. И особенно Примаков. А почему Примаков безрадостно? Примаков мне сказал, что он сильно расстроен этим, и вообще, да. У него были хорошие отношения с Николаем Бардюжей, который, в общем, действительно был и остается, слава богу, честным, приличным человеком. Просто ему, видимо, политический менеджмент не очень давался в тот момент, да, а так содержательно он был реально приличный, добросовестный, такой качественный офицер. Он как-то по духу был ближе к Примакову, и Примаков был расстроен, с одной стороны, моим назначением, поскольку мы с ним до этого много выясняли отношения по поводу экономики, а с другой стороны, уходом Николая Бардюжа. Ну, что он мне и высказал, в общем, прямым текстом, ну, спасибо ему за честность. Вот. Все было довольно достойно. Потом я собрал коллег по администрации. Вот, дело было вечером, некоторые даже там что-то решили чуть выпить, и чуть-чуть выпивши, один из них, конкретно Сергей Приходько, сказал: Саш, мы тут все друзья, конечно, мы к тебе хорошо относимся, но должен тебе честно сказать, ты, конечно, полный идиот, что согласился. Это мне сказал Приходько по-товарищески. Вот такая была обстановка в администрации президента к тому времени. Да, но вот в повестке дня генпрокурор раненый, значит, импичмент, ну,
правительство, с которым, как, мягко говоря, сложные отношения, в общем, хватало проблем. А Юрий Михайлович, который войну объявил? Юрий Михайлович, да. У меня была попытка какая-то в какой-то момент, когда я пришел, попытаться часть конфликтов минимизировать с тем же Лужковым. Я там раза, по-моему, 2 или 3 мы встречались, и как там, ну, типа там договориться о мире и сотрудничестве, что-то такое. Ну, хотя бы снизить накал, потому что, ну, там есть реальные проблемы, есть такие гипотетические. Ну, это особо было не сильно эффективно. Я думаю, что он для себя считал просто, что ему политически выгодно бороться с непопулярным президентом и на этом набирать дополнительные политические очки, поскольку очевидно, что у него свои политические амбиции тоже были. Ну, и, в общем, ему этот конфликт был просто выгоден. Не просто приятен, а еще и выгоден. Александр Стальевич, возвращаясь к импичменту, почему он все-таки не прошел? Почему они не собрали достаточно голосов? Мне кажется, ну вот наш внутренний расчет, то, что мы обсуждали внутри администрации, когда и как все-таки это вытащить на голосование, мы, собственно, основными внутри администрации партнерами по обсуждению этого у меня были мой заместитель Сергей Зверев и мой помощник Владислав Сурков. И мы они этим практически занимались в режиме взаимодействия с Думой, депутатами, фракциями, партиями и так далее. Я там, естественно, тоже держал в поле зрения, но не в режиме с утра до вечера, поскольку хватало всяких других дел еще. Но в какой-то момент пришли к выводу, что после отставки премьера противник будет деморализован. То есть, если эти ребята настолько сошли с ума, что они популярного премьера уволили, то нас порвут в клочья вообще. Вот. Это был, ну, такой общий пафос, я немножко утрирую, но общий смысл в том, что вот недостающая какая-то часть депутатов, она просто вот, ну, либо перешла на нашу сторону, а в большей степени даже просто перешла в такой нейтралитет. И это позволило нам уверенно поставить на голосование этот вопрос после отставки. То есть это сработало. Отставка Примакова неким образом для значительной части Думы сработала, ну, так, они немножко дрогнули. Конечно, хотя Евгений Максимович всегда всем говорил о том, что импичмент, он против него и так далее. Мне кажется, будучи человеком все-таки политическим и уже к этому моменту имея некоторые амбиции, он, конечно, был бенефициаром ослабления президента. Основным? Да, да. И, конечно, я думаю, что его слова о том, что он против импичмента, они были неискренними. Вот. И поэтому ситуация была довольно сложная. И мне казалось, и моим коллегам по администрации, что смена правительства, она позволит поменять ситуацию в Государственной Думе в том числе. И это оправдалось. Какое-то число депутатов перестало занимать такую позицию против нас, ушло в нейтралитет или перешло на другую сторону. И это позволило, я не помню, в какие числа, это где-то уже, по-моему, это в мае? Июне? Это 10 числа мая были после отставки правительства, когда этот вопрос был вынесен на голосование Госдумы и проголосован, и был снят сам собой. Александр Стальевич, давайте немножко про отставку Примакова и назначение следующего премьера. Там же тоже была достаточно острая ситуация, да, ну, во-первых, сама отставка Примакова, он же уже в тот момент был популярным премьером, который набрал вес, и все средства массовой информации говорили, что это следующий президент. Ну, средства массовой информации об этом могут говорить и без всякой почвы, но в данном случае, мне кажется, это было не беспочвенно. И вдруг Примакова посылают в отставку. Один из ваших оппонентов нам сказал, что он считает, что это было сделано агрессивно, нагло и жестко по отношению к Примакову. Расскажите, как это происходило? Ну, мне кажется, это насчет... Я не соглашусь с агрессивностью и наглостью, жесткостью, наверное, но любая отставка правительства – это жесткое действие для президента прежде всего.
Но я должен сказать, что Евгений Максимович, он себя в этой ситуации абсолютно достойно вел. Я при этом присутствовал, была у нас встреча на троих в кабинете у президента. По одну сторону от президента сидел по правую руку Евгений Максимович, по левую я. И Евгений Максимович, он абсолютно достойно услышал сообщение Бориса Николаевича о том, что он принял такое решение. Он сказал, что он считает, что это неправильно, что это ошибка, но он себя вел в высшей степени достойно и так не проявлял никаких эмоций. Ну и не до, и не после надо отдать ему должное. Потому что очевидно, что у него амбиции были. На самом деле эти амбиции его президентские, мне кажется, они не исчезли в связи с уходом с поста, да? Потому что траектория попадания в президентское кресло, она же разная, может быть, не обязательно через премьерство, да? Но тогда для него это была неприятность, это был стресс, он реально ощущал себя председателем успешного правительства, которое улучшает экономику в стране и политически популярно, что было абсолютной правдой. Рейтинги доверия к правительству, они были довольно высокими. Но в такой ситуации, мне кажется, любой человек посчитал бы, что это несправедливо. И он, конечно, так посчитал, и он об этом сказал Борису Николаевичу. Вот. Но должен сказать, что это все было довольно достойно. Да. Это было абсолютно достойно. И, надо сказать, я бы сказал так, в этом смысле Евгений Максимович, там он мне в чем-то нравится, в чем-то не нравится, но он как вот это порождение такой советской системы какой-то в хороших ее проявлениях, он тоже в этом смысле себя, он умел себя держать, и делал это достойно даже в крайне таких сложных для себя ситуациях. И расскажите, пожалуйста, о назначении следующего премьера. Следующим премьером был, как мы все хорошо помним, Сергей Владимирович Степашин. И вопрос, могло ли что-то с Сергеем Степашиным произойти по-другому, мог ли он стать тоже президентом, что об этом, как это все виделось в мае 1999 года, когда он становился премьер-министром. Мне кажется, у него был шанс. И мне кажется, все это зависело от него. И я не думаю, что Борис Николаевич в тот момент, в момент назначения Степашина, была какая-то окончательная картинка в голове. То есть для меня очевидно, что это было не так. И сам выбор Степашина был довольно сложным. У него в голове была и кандидатура Аксененко, безусловно, он на эту тему размышлял и делился этими размышлениями и с Селезневым, когда ему звонил. Вот. Но когда он принял решение все-таки в пользу Степашина, я считаю, что у Степашина был полный карт-бланш налаживать работу правительства, проявлять себя и претендовать в будущем на должность президента. А вот в этом выборе между Степашиным и Аксененко, на ваш взгляд, понятно, что сложно в сослагательном наклонении, но все же, вы считаете, Борис Николаевич оказался прав, что остановился на Степашине, а не на Аксененко? Сложный вопрос, если честно. Да, он реально сложный. У меня были очень добрые отношения с Аксененко и до самой его смерти. Потом, и с Сергеем Степашиным тоже были хорошие отношения, на самом деле. Поэтому для меня в плане человеческом это такой непростой был выбор. Но мне казалось в тот момент, что Аксененко в этом смысле это было какое-то продолжение Примакова, все-таки он был совсем советским таким. Он был советским, он был не очень политическим человеком. Я не очень представлял себе, как он может условно участвовать в выборах. У него была какая-то харизма, но она была не политическая, она была какая-то харизма такого советского госплановского менеджера скорее.
такого волевого, сильного, но не гибкого. И он, конечно, не являлся в этом смысле таким политическим животным, да, который может бороться, у которого сильный политический инстинкт, который может бороться за политическую власть. Степашин казался более современным, более гибким, с большим политическим опытом. У него все-таки такая история и депутатство, и руководство несколькими довольно сложными ведомствами, там и война в Чечне, ну, и такой довольно серьезный опыт, довольно разносторонний такой. То есть, как кажется, ни тот, ни другой не были идеальным, наверное, выбором, но в тот момент, когда Борис Николаевич между ними выбирал, мне кажется, что этот выбор, на мой взгляд, это был выбор все-таки правильный. Трудно сказать, что не сложилось со Степашиным. Это было такое довольно... Все-таки время было кризисное, а оно так очень быстро. Это когда ты находишься в периоде эволюции, все медленно происходит. У тебя есть возможность все осмыслить на ходу еще. В кризисе ты иногда он настолько быстро развивается, что ты осмысливаешь потом, постфактум. Мне кажется, Сергей не смог проявить какой-то внутренней силы для того, чтобы стать лидером, и для политических сил тоже. Но для меня, например, примечательным были всякие наши переговоры с Лужковым, готовы ли они взять Степашина в Отечество, в список. Да? Летом среди тысяч обсуждавшихся конструкций, в том числе и такая обсуждалась, ну, поскольку они всегда говорили, что Отечество – это не против нас, а это против коммунистов и так далее, ну, вот мы в какой-то момент предложили им, давайте объединим силы тогда. Окей, мы Кремль в стороне, Борис Николаевич на выборы со мной не идет, мы вообще сотрудники администрации, а вот есть правительство у нас. Вы же хорошо относитесь к Степашину, вроде вы с ними там более-менее на одной волне. Давайте вы объедините усилия и вместе пойдете в Государственную Думу, а дальше там как-то будем смотреть. Ну, реакция Лужкова была показательная. Он там долго не думал, сказал, что они Степашина готовы взять, ну, где-то на 10-е место в списке. Примерно. То есть, ну, вот это так они оценили его политический вес, политическую силу. Поэтому Сергей, мне кажется, приличный человек, реально с разносторонним опытом, и во всех смыслах приличный, и умный, но вот какой-то внутренней силы ему не хватило для того, чтобы как-то доминировать на этом политическом пространстве и вселить в кого-то хотя бы веру в то, что он перспективный политический деятель, поэтому его надо не на 10-е место, там, а на 1-е или 2-е, и уже там вместе куда-то двигаться. Там для сравнения можно сказать, что Путин через 2 месяца после того, как стал премьером, был в политическом поле абсолютно доминирующей фигурой. И это, в общем, была, конечно же, его заслуга. Да? Какой политический ресурс мог дать Борису Николаевичу, который там электоральный уровень своей поддержки был там в пределах 5%, да, или скольких, там уже не помню. То есть это сильно зависело от самого человека. Сергей, вот он с этой частью не справился. Он не стал таким лидером. Уровень поддержки, если подрос, то совсем чуть-чуть. Он не смотрелся как перспективный политик, а ситуация ухудшалась и ухудшалась и ухудшалась. Политически она становилась все более сложной. При этом в экономическом плане ситуация как будто бы наоборот выправлялась, а политически для президента она ухудшалась, потому что Примаков с Лужковым. Да, в экономике она продолжала быть относительно неплохой, продолжался девальвационный эффект, не такой быстрый, что уже было тоже несколько хуже, чем осенью, зимой и весной. Он постепенно же съедается, девальвационный эффект, экономика адаптируется, все адаптируются к новым ценовым параметрам. Девальвационный эффект уже был сильно меньше, но он еще продолжал в экономике в этом смысле по сравнению с предыдущим годом. Ну, катастрофы не было. Было как бы тяжело, но не было ощущения вот-вот катастрофы. Да. Но на это же смена правительства Степашина на правительство Путина, она произошла на фоне разгорающейся войны в Чечне, что совсем ухудшало ситуацию. Да. Это, в общем, то, что трудно было предположить еще за 2 месяца там, до этого, когда началось активное вторжение в Дагестан,
Но это была новая политическая реальность. Там. То есть у нас война из Чечни, она перекинулась реально в Дагестан. И президент, который не очень в силе, премьер, который тоже не смотрится как суперсильный, приближающиеся парламентские выборы и разгорающаяся война на Кавказе. Все это, в общем, привело к тому, что нужно принимать решения. Поэтому моя гипотеза о том, что были ли шансы у Степашина, были, он ими не воспользовался. Не потому что плохой, но потому что ситуация была очень тяжелая. И в рамках этого, может быть, в благополучной ситуации он был бы вполне успешным премьером и как-то бы нарабатывал потихонечку политический вес. Но в этой кризисной ситуации, которая по многим параметрам ужесточалась в связи с приближением парламентских выборов и ухудшалась в связи с ситуацией на Кавказе, мне кажется, от президента требовалось что-то другое, требовались какие-то активные действия. И в этот момент на фоне всего этого и возникла идея с отставкой правительства. Уже там третий за 2 года, да. Понятно, что в обществе была огромная аллергия на это смотрелось как некое сумасшествие, президент, который меняет правительство одно за другим, уровень поддержки всех этих действий был катастрофически низкий, недовольство было высоким везде, и не очень люблю слово политическая элита, но в какой-то в политикуме, и в обществе в целом, и среди простых людей тоже. Это смотрелось как какая-то, агония режима, условно, который судорожно тасует правительство, непонятно ради чего. Поэтому уровень политической поддержки был низкий, а решение Бориса Николаевича принято, оно было, в общем, абсолютно оправданное, на мой взгляд, и мужественное, с другой стороны. И совершенно неожиданно появляется мало кому известный Путин. Причем неизвестный никому Кириенко 2 годами раньше прошел только с 3-й попытки. А за Путина Дума проголосовала сразу. Да. Почему Дума Путина поддержала? Мне кажется, в этом смысле, во-первых, Дума уже поняла, что она имеет дело все-таки с президентом, который настроен на решительные действия. Да, мне кажется, в августе 1998 года или в сентябре 1998 года у Думы не было такого ощущения. А тут эта череда событий, отставка Примакова и проголосованный импичмент и так далее, в Думе понимали, что президент настроен более жестко. Это раз. Во-вторых, все равно для Думы все равно приближались уже выборы. Да? По-любому срок полномочий Думы заканчивался, и лезть на рожон, ради чего было непонятно. Да? Все равно через 3 месяца, через 4 должны были состояться парламентские выборы, и все расходились. Часть депутатов, она всегда традиционно тогда занимала какую-то такую конформистскую позицию, и там совсем ссориться с Кремлем особого желания не было. Главное, не было ради чего. Плюс, мне кажется, Путин смотрелся, несмотря на то, что он не был такой широко известной публичной фигурой, но в Государственной Думе он был понятен, он был известен. Он кому-то был известен еще по работе в администрации, кому-то был известен как директор ФСБ, кому-то был известен как секретарь Совбеза и так далее. В общем, думаю, вся эта совокупность факторов привела к тому, что Дума довольно относительно покладисто. Там не было такого супер-пупер голосования, но, в общем, было довольно уверенное голосование в пользу Путина. То есть это такое стечение всех разных обстоятельств. В какой-то смысле это заслуга самого Путина, который нравился части депутатов, у него не было никакого вообще антирейтинга, то есть антирейтинг был практически равен нулю, у него не было серьезных недоброжелателей, в отличие от всех других более раскрученных политических фигур. Плюс действительно это была война на Кавказе, и он, мне кажется, всем смотрелся как человек, который может с этим что-то сделать. А Степашин, кажется, так не смотрелся. Что, собственно, и оправдалось потом, потому что прекращение войны в Чечне – это такое. По поводу многих достижений или недостижений президента Путина можно спорить, но
То, что война закончилась в Чечне, и, в общем, это такое несомненное достижение. Супертяжелое, с кровью, с мучениями, непростое и занявшее несколько лет, но он с этим справился. То есть эта оценка была правильная, и мне кажется, в этом смысле голосование в Думе было показательное. Да. Александр Стальевич, Ельцин, назначая всех предыдущих, предлагая всех предыдущих премьеров, он никогда не говорил, что это будущий президент. А про Путина он в первый раз сказал народу сразу, что это не просто премьер, а это уже и следующий президент. Почему так произошло? Мне кажется, что это, с одной стороны, его вера в Путина, с другой стороны, в том, что он так заявил, была некая вынужденность, потому что все-таки надо было после этой чехарды с правительствами, надо было как-то дать понять, что это точка. А переформулируйте, пожалуйста, чтобы было понятно, что он заявил, что Путин следующий президент. Нет, в вопросе я это сказал, а в вашем ответе не прозвучало. Борис Николаевич обозначил, что Путин выдвигается на пост премьер-министра, и Борис Николаевич считает, что у него есть президентский потенциал, да, что он потом может стать президентом. Я не помню уже сейчас вординг, какими словами это было оформлено, но смысл был абсолютно такой. Почему он это сделал, и он так сказал, мне кажется, с одной стороны, он реально поверил в Путина, а с другой стороны, одна из политических угроз в тот момент была, что все вокруг могли сказать: слушайте, уже там 110-е правительство поменялось, и это тоже на пару месяцев. И надо было дать какой-то сигнал обществу, что это правительство не на пару месяцев, и Путин не на пару месяцев. Да. Мне кажется, это была еще реакция на такое общественное ожидание. То есть надо было дать какой-то сигнал, что это выбор надолго, и это некая стабильная ситуация. Хотя, если посмотреть реакцию медиа, там все равно многие писали в тот момент: слушайте, уже этот 2 месяца, тот полгода, этот, и Путина тоже поменяют. Но для изрядной части, для политического истеблишмента, мне кажется, это был такой важный сигнал. Его задача была не поддержать Путина, поскольку Борис Николаевич не мог дать Путину такую поддержку, сам обладая невысоким уровнем такой общественной, электоральной, какой угодно поддержки, невысоким уровнем доверия. Это была поддержка в том смысле, что он как-то давал гарантии, что Путин – это надолго, да, что это ему важно было это сказать. Не столько поддержать самого Путина, сколько поддержать эту конструкцию и обозначить, что это решение такое долгосрочное, выверенное и так далее. Естественно, кто-то в него поверил, кто-то в него не поверил, но благодаря тому, что кто-то поверил, это в том числе и привело к голосованию, в том числе, наряду с другими факторами, в Государственной Думе. Александр Стальевич, а можно ли сказать, то есть насколько это верно, что в тот момент Путин вообще никто не знал? То есть, что вот эта вот так называемая политическая элита его знала, люди в Думе, в правительстве, там, в ФСБ, какие-то питерские люди, но в принципе для народа это была абсолютно неизвестная фигура. И многие говорят, что для них это был полный сюрприз и даже там шок, потому что Ельцин вдруг почему-то назначает человека с нулевым электоральным рейтингом, который ни при каких обстоятельствах не может выиграть выборы. И даже внутри администрации президента, насколько я понимаю, не было консенсуса, и многие считали это очередным просчетом Ельцина. Не только. Простите, такой длинный вопрос получился. Сформулируйте, пожалуйста, вот это все, что у Путина не было рейтинга. Действительно, мне кажется, когда выдвигают премьером не очень широко известную фигуру, это не звучит так сильно, потому что, строго говоря, премьер-министр может быть технократ, и не обязательно это какой-то публично известный человек.
когда при этом назначении говорится, что, ребята, послушайте внимательно, этот человек, он, наверное, станет президентом потом. Конечно, уровень требований к этому человеку совсем другой. И его небольшая известность среди простых людей, среди избирателей, она, в общем, конечно, вызывает вопросы. Не может стать президентом неизвестный людям человек. Да? То есть понятно, что этот человек может наработать эту популярность, но это, как правило, довольно сложный, долгий процесс, который не всем удается, на самом деле. Вот, поэтому это действительно так было воспринято. Многие поверили, что это очередное чудачество президента. Не может быть такой вот неизвестный человек кандидатом в президенты. Ну, председателем правительства еще куда ни шло, а президентом нет. Ну, мы с Шаймиевым, с Минтимиром Шариповичем вели переговоры на тему партийного строительства. У них была коалиция такая под названием «Вся Россия». Там несколько губернаторов, таких довольно авторитетных, в этом участвовало. По-моему, Титов там был, еще кто-то, несколько довольно разных губернаторов. И обсуждалось, с кем в предвыборный блок они могут войти: с Отечеством или с нами, в каком-то широком смысле этого слова. Под нами я понимал Единую Россию, которая тогда была единством еще, прошу прощения, а не Единой Россией, единством, и которая тогда, собственно, в стадии формирования тоже находилась. Мы с Шаймиевым несколько раз встречались, это обсуждали. Я его убеждал, что вот не надо с Отечеством, давайте с единством. Минтимир Шарипович, будучи человеком мудрым, он так аккуратно уходил от этого зигзагами. Каждый раз мне объяснял, что мы же не против вас, мы против коммунистов, нам важно вот собрать сильную коалицию против коммунистов, мы к вам очень хорошо относимся, все туда изберемся, потом будем дружить и так далее, и так далее. И мы с ним несколько раз встречались, так не договорились. В конечном счете вообще не договорились, потом тоже. При этом сохранили добрые отношения. По этому вопросу не договорились. Вот. И я в какой-то момент Борису Николаевичу, рассказывая о нашей работе в связи с единством и общим политическим раскладом, говорю, что вот в частности ведем переговоры с Шаймиевым, не очень получается, скорее не получается, вот он так уходит, не хочет, скорее всего, пойдет все-таки на альянс с Отечеством. Ну и Борис Николаевич мне говорит: давайте на троих как-то встретимся, пригласите его в Москву и встретимся у меня в Горках. Я позвонил Минтимиру Шариповичу, честно ему как есть рассказал, отношения честные и прозрачные, несмотря на то, что взгляды были разные. Я говорю, вот обсуждал с президентом, он считает, что у него есть аргументы вас переубедить, но предлагает на троих встретиться в Горках, вот, не помню, в какой-то день. Минтимир Шарипович, конечно, говорит, давайте, да, и в назначенное время, в назначенный день и час мы встречаемся в Горках за чаем. Вот как была встреча такая, за журнальным столиком в такой неформальной обстановке. Ну и Борис Николаевич Шаймиева пытается переубедить, что Минтимир Шарипович, давайте с нами, давайте вместе, не надо с Отечеством, надо с единством. Минтимир Шарипович продолжает умело, надо дать, вы должны уходить, Борис Николаевич, я вас очень уважаю, мы всегда вместе, мы за вас, но сейчас коммунисты очень растут, сильные, нам надо им противостоять, все-таки это все не так просто и так далее, и так далее. В общем, такой вязкий разговор продолжается, не помню, там минут 15-20. Борис Николаевич несколько заходов сделал, все аргументы, которые у него были, он их изложил. А Минтимир Шарипович продолжает уходить галсом от одного вопроса к другому и к третьему. Вот. Борис Николаевич в какой-то момент начинает так внутренне как-то злиться на него, напрягаться. Потом в какой-то момент мы сидим, там он встает, Борис Николаевич говорит так сверху: Минтимир Шарипович, я вам сейчас скажу одну вещь, я никому не говорил, а вы потом сами принимаете решение. Значит, через какое-то время, довольно скоро, премьер-министром страны станет Владимир Владимирович Путин. Правительство Степашина уйдет в отставку.
Владимир Владимирович сформирует новое правительство, а потом он станет президентом. Так что вы подумайте как следует. Я желаю вам успехов. Значит, Шамиев поднимается, что такое? И Борис Николаевич так решительно разворачивается и уходит. Значит, мы с Шамиевым выходим, значит, выходим на улицу, там такой круг был какой-то. Он говорит: Александр Александрович, давайте чуть побеседуем, вместо, чтобы не разъезжаться сразу в разные концы. Ну, в общем, мы с ним там несколько кругов прошли по этому кругу. Он говорит: я с большим уважением отношусь к Владимиру Владимировичу. Я понимаю, что он замечательный человек. У меня с ним очень добрые отношения. И он замечательный, честный, порядочный человек. Мы с ним дружим, общаемся. Но он же не может быть премьер-министром, а президентом вообще. Вообще. Я это запомнил за голову. А президентом он не может быть премьер-министром, а президентом вообще. Вот. Это в принципе, почти все так думали. Да. Ну, это прямо было... Да, это было... Камера идет, Александр Стальевич, расскажите, пожалуйста, о создании вот этого блока «Отечество. Вся Россия» под предводительством Лужкова и Примакова, и, с другой стороны, о неожиданной попытке Кремля создать единство, такую абсолютно новую партию за практически 3-4 месяца до выборов. Ну, в какой-то момент стало понятно, что парламентские выборы, они на пути к президентским стоят. Ну и вообще парламент – это важная вещь, это было очевидно. И естественным образом истекали сроки полномочий Государственной Думы. И политический расклад был таков, партийный расклад, что если бы мы не делали чего-то своего, то мы получали тотально оппозиционную Государственную Думу. Отечество, которое активно туда продвигалось, коммунисты, которые тогда смотрелись как партия, которые там свои 20-25% могут легко набрать. Яблоко, которое, в общем, тоже было скорее оппозиционное по некоторым узким вопросам. Мы с ними могли договариваться, но к тому же импичменту, например, они, несмотря на наши 10-часовые переговоры с Явлинским, ни к чему хорошему не приводили. Вот. И Жириновский, который в своем амплуа выступал, в общем, если проект «Вся Россия», который с высокой вероятностью присоединялся к Отечеству, что и произошло потом, несмотря на наши усилия, все это смотрелось как высокий шанс получить Думу оппозиционную на 3/4, условно. Если не делать вообще с этим ничего, то есть у нас не было шансов ничего не делать. Простите, я перебью тут. Расскажите в нескольких словах, что вообще такое Отечество, кто туда входил. Это же тоже была новая партия. И вдогонку еще один момент. Вот эти вот старые прокремлевские партии, Наш Дом России и так далее, они же в тот момент в Думе продолжали работать, то есть можно было бы на них делать ставку, но вы приняли почему-то решение делать новую партию. Ну да. Что касается Отечества, это была партия, как-то Владимир Ильич Ленин говорит, партия нового типа. Вот. Но она, конечно, изначально была заточена под Юрия Михайловича Лужкова. Это был в целом их проект. Там была группа поддержки довольно широкая, поскольку Лужков смотрелся в качестве сильной политической фигуры и в качестве какого-то противовеса Кремля, то ему удалось под свои знамена привлечь много довольно толковых, сильных, эффективных людей. То есть это смотрелось и интеллектуально, и содержательно, и политически, как довольно серьезная такая политическая сила. И понятно было, что у самого Лужкова амбиции есть политические, не только получить серьезные позиции в Государственной Думе, но и потом двинуться дальше в борьбе за пост президента. Потом карты у них немножко смешались, поскольку к этому альянсу присоединился Примаков, у которого были свои амбиции, но как-то они внутри, тем не менее, договаривались, что сначала пройдем вместе
думские выборы, а дальше там как-то решим, и на этом держался в какое-то время их альянс. Вот, но смотрелись они довольно убедительно. К ним шли все больше и больше губернаторов, разные политические силы, как это называется, творческая интеллигенция, вот, ну и так далее. Вот. Какие-то академики. То есть группа поддержки была довольно большая по географии и в разных социальных слоях. То есть это была серьезная политическая сила. И она росла каждый божий день, потому что не было альтернативы. Все понимали, что они готовятся к парламентским выборам, и вокруг них они как такой центр притяжения собирали много всего. Повторюсь, там было много содержательных, сильных людей, многие из которых до сих пор являются политиками, кто-то в Государственной Думе, кто-то там в Совете Федерации, кто-то там в администрации президента после этого работал, в правительстве и так далее. Но по политической позиции, это, поскольку Лужков сам себе, в общем, не скрывая, позиционировал как оппонент Кремля, и оппонент там, действующей власти федеральной, это смотрелось как оппозиция. Она такая была скорее по политическому спектру какая-то левобуржуазная, такая, потому что там было много популизма, но, с другой стороны, опирались, конечно, на крупный бизнес, который тоже их всерьез поддерживал. Там и тот же ЮКОС их поддерживал, и многие другие им давали деньги довольно охотно. «Газпром», насколько я понимаю. «Газпром», там одного «Газпрома» было бы достаточно. Я где-то вот сейчас прочел, что якобы более 100 миллионов на это. Очень большие деньги. Да. То есть в них верили, и это была большая политическая сила. Строго говоря, Отечество вместе с коммунистами легко набирали половину с лишним государственную. Вот так это смотрелось тогда по нашим оценкам внутри. Плюс там была еще «Единая Россия», которая, ну и плюс все остальные тоже не смотрелись как наши такие близкие партнеры политические и так далее. Был из тех, кто нам идеологически более-менее близок, был СПС, Союз правых сил, который внутри, ну он тогда еще не был Союзом правых сил, это были разрозненные группы правых, где-то был лидером Сергей Кириенко, где-то были лидером какие-то люди другие, скорее такие, там, демократические популисты, как там Сергей Адамович Ковалев. В общем, такая разносортная, такая эклектичная довольно конструкция, которая потом ближе к осени объединилась в Союз правых сил. Ну, вот они скорее как-то смотрелись так более-менее устойчиво в качестве наших партнеров. Дальнейший опыт, кстати, показал, что устойчивыми партнерами для нас идеологическими была только одна часть СПС вот, во главе с Кириенко. Все остальные легко, активно голосовали за всякую коммунистическую лабуду, популистскую абсолютно. И СПС объяснял нам всегда, что у них внутри демократия. Вот, так хотят люди, так голосуют. Вот та группа, во главе которой был Кириенко, они реально выступали за, ну, с таких умеренно правых, вот таких правоцентристских позиций и в экономике, и по политическим вещам и так далее. Возвращаясь к выборам, в какой-то момент стало понятно, что мы не можем оставаться в стороне, нам надо что-то делать. Есть место под солнцем для... Не все любили Лужкова, и не все любили Примакова, и не все любили Явлинского, от которого тоже уже некая была усталость. Действительно, мы рассматривали какие-то варианты, думали насчет нашего Дома России, который тогда еще в Думе присутствовал, но всегда казался к тому времени уже настолько слабым и с каким-то грузом проигрышей и провалов, в общем, что в какой-то момент решили, что можно было бы, но лучше делать что-то такое с чистого листа, чтобы не тащить за собой вот этот антирейтинг, который у них тоже был довольно большим. Вот на этой базе, при таких обстоятельствах, собственно, и возникла идея создания единства, и, собственно, она тоже опиралась на часть губернаторов и каких-то людей там федерального уровня, популярных в обществе. Там был и Сергей Шойгу, там, с репутацией успешного государственного менеджера, который создал там одну из самых эффективных структур в государстве, МЧС, да,
это действительно была его заслуга, и, в общем, это как-то ценилось, и он как спаситель был довольно популярной фигурой. Вот. И плюс мы туда хотели привлечь губернаторов, которые с какой-то симпатией или сочувствием или как-то относились к нам. И дальше собрать такую коалицию, такой в целом центристской идеологии, сказать, центристско-правой, может быть, такой идеологии. И в итоге многочисленных бессонных ночей, переговоров, встреч, там, не знаю, с десятками губернаторов, там какая-то, собралась такая коалиция. Там, условно, Савченко из Белгорода там активно этим занимался, там еще какие-то часть других губернаторов. Плюс к нам присоединились какие-то такие более нишевые организации, там «Женщины России», там за точность названия уже сейчас не ручаюсь, но какие-то там женские, молодежные такие-сяки. В итоге в какой-то момент сложилась такая коалиция, которая смотрелась как более-менее работоспособная. И мы занимались тем, как это политически упаковать, кто должен быть лицом этой коалиции. Да? Обсуждали, там был у нас и Саша Карелин, и мой там сосед по жизни в Москве Гуров Саша. Значит, вот в какой-то момент мы собрали такую группу людей, отчаянно искали какую-то женщину, которая нам могла бы дать какое-то женское лицо. Не очень находили это. Вот. Но это уже был такой, скорее, процесс нахождения такого внешнего электорально привлекательного лица у этой новой партии. А что с рейтингами было? С рейтингами они были, на момент создания они были плюс-минус равны нулю. Да, то есть какой-то случайный рейтинг был, как у любого, да. Когда ты людям предлагаешь, готовы ли они проголосовать за какую-то партию несуществующую, все равно там 3-4% людей говорят, что готовы. Вот такого типа рейтинг какой-то зачаточный такой был, а все остальное необходимо было нарабатывать за счет усилий тех людей, которые были лицом этого предвыборного объединения, и за счет более широкой группы поддержки в лице авторитетных, в правильном смысле этого слова, губернаторов и каких других людей, присоединившихся к этому предвыборному проекту. В какой-то и единство стало набирать этот рейтинг, но поскольку параллельно в политическом поле возник Путин как премьер, который занялся активными действиями и по погашению зарплат, задолженности по зарплатам, по повышению пенсий, и военные успехи в Чечне, и какие-то другие вещи. Популярность Путина поднималась гораздо быстрее, чем популярность единства. И в какой-то момент Путин стал тем локомотивом, который уже дальше потащил единство. Я думаю, что этот перелом произошел на рубеже, трудно сказать, наверное, второй половины октября, может быть, плюс-минус. Трудно сейчас уже вспомнить. Я думаю, да, это где-то конец октября, начало ноября, когда стало очевидно, что у Путина уже свой политический ресурс есть, не фантастический, но довольно большой и растущий, и он может за собой потащить единство. И это произошло. Судя по рассказам, были бурные споры по поводу того, как раз нужно ли Путина и единство приклеивать друг к другу. Да. И многие были как раз против этого. Да. Но было очевидно, что и Путину нужна поддержка в Государственной Думе. И он, в свою очередь, является серьезной поддержкой для единства, для того, чтобы стать серьезной политической силой, которая его будет поддерживать. Поэтому действительно были споры, как поддержать так, чтобы не растерять электорат в других нишах, что абсолютно правильно было, потому что за Путина голосовали
потом не только избиратели «Единой России», да, там за него голосовали и часть левых, и часть правых, и разных. И это было правильно политически, поэтому задача была у Путина помочь «Единой России», в общем, не разрушая своего собственного политического веса. Поэтому у Путина к этому моменту был политический ресурс, который он потратил, справедливости ради, не только на единство. На единство он потратил больше политического ресурса, но помог еще и правым. Без него трудно сказать, прошли бы они. Думаю, что скорее нет, потому что была такая пограничная ситуация. Вот, а с его помощью они прошли. Поэтому да, это действительно было, это такой был политически непростой выбор, потому что очевидно, что сужение электорального поля лично для Путина это было скорее в минус. Когда ты позиционируешь как сторонник какой-то одной из партий, там, конечно, выгоднее будущему кандидату в президенты позиционироваться максимально широко. Да? Но в данном случае надо сказать, что это в целом как политическая стратегия сработала, потому что, в общем, и рейтинг Путина это не уронило, и никак это не препятствовало будущему его участию в успешных выборах. А на том этапе это сильно помогло, конечно, единству, это очевидно. В какой-то момент единство уже рассматривалось как партия поддержки Путина, и это сильно добавляло единству. А расскажите, пожалуйста, про последние 2-3 недели перед выборами в Думу. Вот про тот момент, когда был самый накал этого противостояния между новой партией Кремля и, с другой стороны, блоком Примакова и Лужкова, которые практически тогда не вылезали из телевизора. Какие у вас были в тот момент ожидания, на какие результаты вы рассчитывали? Что вообще происходило в эти последние недели? Ну, там ситуация развивалась, она была, в общем, с одной стороны драматичной, с другой стороны динамичной. Она была довольно жесткой, выборы вообще были довольно жесткие. Ну, в общем, в политике это случается. Если кто-то собирается заниматься политикой и не готов, вот, то лучше в этот омут не бросаться. При тебе расскажут все, что ты сам не знаешь, и чего не было, и что было, и так далее. Вот. Будущий украинский президент вчера схохмил вечером, что если бы его жена когда-то узнала все, что про него сказали в ходе избирательной кампании, то вряд ли бы за него вышло. Это правда. Вот. Поэтому выборы были жесткие и с тяжелыми взаимными обвинениями. Но в целом единство на первом этапе так пологий рост, и на втором этапе все-таки при серьезной поддержке Путина смотрелось неплохо. Результат, если честно, на самом финише социологи наши давали довольно похожий результат. Все-таки надо отдать им должное. И Саша Ослон, и другие, они, в общем, вот те оценки, которые они делали в самые последние дни, они там оправдались прямо довольно близко. Довольно близко. Вот. О чем все сейчас уже забыли, что все-таки справедливости ради надо сказать, что на тех выборах победили коммунисты. Вот. Все считают, что почему-то, я так слышу это регулярно, что Единая Россия, единство победило, да. На самом деле победили коммунисты, они набрали больше всех. 18%, по-моему. Да, с некоторым отставанием от них небольшим на втором месте было единство. Нам, конечно, хотелось быть первыми. Это было нагло, и нам немножко не получилось. Результат был хороший, но дальше с большим отрывом уже шло Отечество. И трудно даже сказать, что было нашей большей победой, то, что мы набрали сами много, или то, что не дали главным оппонентам получить много. Но в итоге это позволило уже дальше заниматься политикой в Государственной Думе, выстраивать разные коалиции. Первая наша коалиция была с коммунистами, потому что единство вместе с коммунистами объединились и поделили все портфели в Думе. Обескровив Отечество. Да, Отечеству не досталось ничего. И, в общем, это было такое осмысленное политическое действие, поскольку задача была... Ментально в составе Отечества было много наших единомышленников, людей для нас абсолютно подходящих для сотрудничества. И я повторюсь, многие из них потом успешно и многие годы работали. И кто-то в Кремле, кто-то в правительстве, кто-то в Государственной Думе. Но нам было важно, чтобы они отошли от Лужкова и Примакова, и чтобы это создало возможность для интеграции с ними.
политической такой. И, собственно, первый этап политического процесса в Думе был такой, в общем, союз с коммунистами, и поделили все портфели коммунисты и единство. По сути, это все уже было подготовкой к президентским выборам, да, и Ну да. как бы нейтрализации Лужкова и Примакова, да? Да, консультации по поводу дележа комитетов, распределения, корректнее сказать, комитетов в Государственной Думе, это был, ну, собственно, после выборов и вплоть до начала января. Если память не изменяет, по-моему, там физически оно произошло где-то уже в начале января, если я ничего не путаю. И это важно тоже было, чтобы те люди в Отечестве, которые примкнули к Лужкову-Примакову, поняли, что там ничего они для себя не найдут, и есть шанс думать о каком-то сотрудничестве с нами. То есть это сработало, безусловно. Это деморализовало само Отечество в каком-то смысле и привело к тому, что оттуда потянулись люди, кто-то формально, а кто-то неформально, просто к сотрудничеству с Единой Россией. Год спустя это было уже единое целое, что было потом позднее формализовано в виде интеграции в Единую Россию. Вот. Но это произошло в том числе под давлением этих обстоятельств. Скажите, а как Лужков, ну или вообще все руководство Отечества всей России отреагировали на результаты выборов в Думу? То есть насколько для них это было деморализующе, или они считали, что у них, несмотря ни на что, есть какое-то будущее? Нет, если честно, не очень следил за их сентиментами, не помню так. Но нет, очевидно, что это они рассчитывали на победу. Они вообще себя позиционировали как силу, которая победит коммунистов. Они коммунистов не победили, но они еще и сильно единство проиграли. И то, что они проиграли единству, это для них был шок, конечно. И то, что они проиграли с довольно большим отрывом, я сейчас цифры точно не помню. Около 10%. Порядка 10, по-моему, да. 10 для них это было ниже Давайте самых... мы проверим, мы попросим вас потом переговорить. Но это точно было ниже их любых самых пессимистических ожиданий, и это, конечно, тоже их деморализовало. То есть это сила, которая вот так вот показала такой результат, и это тут же умерило их амбиции на тему будущих президентских выборов. К тому моменту они еще и не думали, конечно, что эти выборы могут произойти в марте. Все находились в понимании, что они должны летом состояться. Но это был, конечно, для них это была большая неприятность. Да. Это было сильно ниже их ожиданий. Александр Стальевич, единство побеждает на думских, относительно побеждает, но все равно побеждает на думских выборах. Путин успешный премьер, выборы должны быть в июле 2000 года. Что в этот момент в голове у Ельцина? Что его подвигло к этому неожиданному решению уйти в отставку 31 декабря? Мне кажется, это совокупность факторов. Мне кажется, он же, в общем, политик, и он, безусловно, человек стратегически мыслящий. Несмотря на то, что его постоянно обвиняли, что он держится за президентское кресло, он, конечно, думал больше о том, что будет после него, и как сделать так, чтобы то, что будет после него, шло в правильном направлении. И когда он увидел, что, во-первых, результаты парламентских выборов, которые показали расклад сил, во-вторых, он увидел растущий уровень поддержки Путина и его такую управленческую эффективность и отношение к нему людей, он, мне кажется, просто принял такое абсолютно рациональное политическое решение. Оно было просто рациональным. Он посчитал, что это выгодно сейчас пойти на досрочные выборы. Вообще в мире на самом деле это практикуется, когда та или иная политическая сила считает, что выгодно объявить досрочные выборы, и она тем или иным способом их стимулирует. Да? Просто это не очень в российских традициях, и восприятие Бориса Николаевича было обвинение такое против него, что он будет до бесконечности держаться за власть. Он тем самым показал, что это вовсе не так, но мне кажется,
у него была большая рациональная составляющая. Почему это надо сделать сейчас? Потому что есть сильный Путин, у которого растет рейтинг, есть серьезная поддержка в парламенте, и есть не готовые к этому потенциальные конкуренты Путина. Путин, который на подъеме и готов на инерции успешных парламентских выборов провести успешные президентские выборы. И есть его гипотетические противники, которыми тогда представлялись по-прежнему те же Лужков, Примаков, которые, наоборот, подавленные неудачей на парламентских выборах и по времени абсолютно не готовы так быстро перестроиться и оправиться от неудачи, приготовиться к серьезной борьбе. Это были рациональные соображения. Плюс к этому, мне кажется, Борис Николаевич, он все-таки человек был не лишенный политической эстетики какой-то. Ему, конечно, нравилось что-то еще и символично, что это на рубеже смены тысячелетий, что это новое тысячелетие, новая страна, новый президент, новая власть. И еще, безусловно, мне кажется, ему нравилось, что он наконец утрет нос всем, кто говорил, что он будет цепляться за власть. Все это в сумме, то есть такие какие-то сентименты скорее, да, но они, мне кажется, в какой-то степени дополняли. Мне кажется, главное были рациональные, прагматичные такие политические соображения, но эти сентименты, они тоже какую-то роль сыграли. В общем, это был расчет, который на 100% оправдался. Вот это было решение рациональное на 100%. Действительно, противники были шокированы, они не были готовы. И, в общем, президентская кампания была сильно проще, чем парламентская. Она была сложной для кандидатов, и для Путина, безусловно, который там выкладывался, да? Но потому что ему надо было заодно и исполнять обязанности президента, и управлять правительством еще, и как понравится избирателям, чтобы они за него проголосовали. Это все не всегда так просто совмещать. Но в целом политически она была, конечно, проще, президентская кампания, чем парламентская. А расскажите, пожалуйста, почему рос рейтинг Путина на протяжении всей осени 1999 года? Есть распространенное мнение, да, что рейтинг рос исключительно благодаря войне в Чечне. Но вот, скажем, Александр Аслон, да, глава фонда «Общественное мнение», нам рассказывал, что социологические опросы того времени показывали, что для людей намного важнее были какие-то экономические успехи, выплаты пенсий и так далее. А как вы вот это все видели изнутри администрации президента? И что вы делали для того, чтобы как-то поддерживать и поднимать этот рейтинг? Что мы делали? Мы были, собственно, группой его поддержки, да, делал больше он, мы ему в этом помогали. Наша стратегия была, она была продиктована содержательными вещами, и она была политически оправдана. Наша стратегия заключалась в том, что он просто работает и показывает результат. Во-первых, в стране была куча проблем, мы еще не выбрались толком из всех этих кризисных вещей, да. И в Чечне там продолжались проблемы, как мы помним, там Путин в новогоднюю ночь полетел туда, в Чечню, там были активные боевые действия тогда еще. И еще было долго до окончательного закрепления там успеха. Вот. Эти все проблемы подразумевали, что когда ты верховный главнокомандующий, а у тебя там армия воюет где-то, это не самая лучшая позиция для того, чтобы параллельно ездить куда-то выступать с эстрадными артистами или где-то еще. То есть но у тебя есть возможность демонстрировать себя в качестве практического руководителя, да, в качестве его президента и в качестве премьер-министра, что он, собственно, и делал. У нас там практически не было каких-то культурно-массовых мероприятий, таких, я уже даже не помню, чтобы они вообще были. Да, мне кажется, их особо и не было. Вся компания была построена на том, что он просто работал. И, повторюсь, это было важно, потому что действительно была работа. Надо было каждый день заниматься военными действиями в Чечне, надо было каждый день решать экономические проблемы и все прочее. Вот. Но, во-вторых, мне кажется, что оно и политически казалось оправданным. То есть людям это понравилось, люди в это поверили, люди за это проголосовали. А как вообще Борис Николаевич нашел Путина? Почему он, в конце концов, из всех кандидатур, на ваш взгляд, остановился именно на нем? И кроме того, есть вот
этот штамп, что вот, семья, в кавычках, выбрала Путина, да? Разве нет? Ну вот насколько этот штамп правомерен? Оставался ли Ельцин в этот период времени у руля? Что тогда происходило? Да нет, мне кажется, что вопрос, правда, конечно, ни в какой не в семье, да, некий такой штамп, навязанный нам в свое время нашими политическими оппонентами, а дело и никакая не семья выбирала Путина. Во-первых, если обратиться к концу, Путина выбрал он сам, так, если честно, да, то все-таки поддержка президента, уходящего с уровнем популярности 4-5%, она не так дорого стоит. Это еще, даже наоборот. Да, даже наоборот, поэтому это как в том анекдоте. Дали револьвер и крутись как хочешь. Там, да, вот поэтому, конечно, все это зависело от... Почему Борис Николаевич сделал выбор, поддержал его на старте всей этой истории, да? Собственно, Борис Николаевич содержательно сделал 2 больших шага, да, которые помогли Путину потом избраться президентом. Первый – это он назначил его премьером и дал ему возможность себя проявить. Второе – он досрочно ушел в отставку и воспользовался благоприятным политическим моментом. Может быть, Путин победил бы и позже, но, может быть, это было бы сложнее, если бы будь выборы плановыми. Трудно гадать, сослагательное наклонение здесь такая вещь не очень уместная. Но поэтому простой вопрос, почему Борис Николаевич назначил Путина премьер-министром и поверил в него как будущего лидера страны. Мне кажется, что это тоже довольно какое-то такое рациональное решение. Ну, во-первых, нельзя сказать, что этот выбор был безбрежным. Да. Но, с другой стороны, были же другие кандидатуры. Там, почему не Немцов, почему не, скажем, Чубайс, почему не Юмашев? Понятно, что у всех этих людей был низкий электоральный рейтинг, но и у Путина на старте он тоже был нулевым. Был Ковалев, Сергей Адамович. Угу. Нет, абстрактно можно обсуждать сколько угодно кандидатур, но эти люди должны были брать на себя ответственность за войну в Чечне, должны были там вытаскивать экономику, должны были просто стать популярными. А многие из перечисленных фигур, они в чем-то были популярны в каких-то узких кругах, а в народе были сильно непопулярны. Поэтому в этом смысле тут не был безбрежным вот круг людей, среди которых можно было выбирать. Вот, возвращаясь, почему был выбран Путин, мне кажется, у него в глазах Бориса Николаевича был некий набор личных качеств и некого опыта. Он все-таки был вторым лицом в 5-миллионном городе, в правительстве 5-миллионного города, в Питере, да, на протяжении нескольких лет. А де-факто он был управляющим, потому что его непосредственный начальник Собчак, все-таки он был скорее политиком, нежели управленцем, да, и он там занимался политикой, а не управлением городом. На Путине висело управление всем городским хозяйством на протяжении многих лет. И он себя показал как довольно эффективный управленец. Таких людей в стране, но это уже некое подмножество людей, которые имеют такой опыт. Дальше у Путина после его приезда, во-первых, у него был опыт неудач, что тоже ценно. Они в Питере проиграли выборы вместе с Собчаком. И умные люди делают выводы, в том числе из своих ошибок, да, и на них учатся. Это тоже такой жизненный и политический опыт, он дорогого стоит. По приезде в Москву у Путина был тоже довольно разносторонний опыт. Он и занимался территориями в администрации президента. Я не беру там работу в управлении делами, она все такая специфическая, да? Но в администрации он занимался и территориями, и контрольным управлением. Это, в общем, позволило ему довольно хорошо узнать страну, проблемы, губернаторов тех же самых, ну и вообще, чем живут регионы, и в чем суть проблем, и что они довольно разные, страна довольно разная. И с позиции контрольного управления, и с позиции территориального управления это все довольно хорошо видно. Путин как зам, он этими направлениями занимался в администрации. Потом кажется, что опыт в качестве директора ФСБ
в стране, которая находится реально в гражданской войне в Чечне, еще там с участием наших всяких иностранных недоброжелателей, там и всяких добровольцев из других исламских стран и так далее. Это, в общем, тоже такая нетривиальная вещь. Опыт директорства в Федеральной службе безопасности тоже, понятно, был довольно ценным опытом для человека, который претендует на то, чтобы быть президентом и лидером страны. Дальше точно полезный опыт работы в Совбезе. Путин был секретарем Совбеза, это был не такой там длинный период, но все-таки там он погрузился в довольно широкий спектр проблем, носящих таких стратегический характер, вопросов национальной безопасности в их разном измерении. Да? Понятно, что Совбез – это орган такой важный при президенте, который занимается всеми вопросами национальной безопасности и широким кругом смежных вопросов. И ты, когда там сидишь, в общем, у тебя тоже довольно важный появляется такой угол зрения на все существующие проблемы и в их международном преломлении, и во внутреннем. Поэтому я бы сказал так, что опыт довольно разносторонний, и опыт хозяйственного менеджмента на уровне 5-миллионного города, и опыт в спецслужбе, и в силовой структуре, и опыт в органе стратегического планирования, и работа в администрации президента. В общем, довольно такой широкий набор навыков, знаний и опыта, которые делают его хорошим кандидатом. Плюс к этому, мне кажется, на все Борис Николаевич наложил еще свое личное отношение к нему, поверил в него просто как в приличного человека и в человека, который будет самоотверженно этой работой заниматься. По-моему, это в этом решении, не знаю, 3/4 или даже больше это всякие рациональные соображения, и как всегда бывает в политике, какая-то эмоция, какое-то личное отношение к этому человеку. Александр Стальевич, а расскажите, пожалуйста, про Березовского. В народном сознании этот человек был таким серым кардиналом, который принимает участие в решении всех вопросов в Кремле. Он часть вот этой неформальной семьи, в кавычках, да. Он влияет на Ельцина через его дочь Татьяну и через Валентина Юмашева. Насколько это было так? Насколько роль Березовского и влияние Березовского были велики на самом деле? И в какой степени это мифология, возможно, даже созданная самим Березовским? Мне кажется, что, понятно, он, как многие другие люди в политике, он обрастал и оброс в конечном счете каким-то набором мифов. Частично он сам приложил руку. А скажите полным предложением. Березовский? Да. Березовский, он, как и многие другие политические или даже деловые люди, обрастает всякими мифами. Он ими тоже оброс в полной мере и частично приложил руку к их формированию. Тем не менее, надо сказать, что, конечно, в какие-то периоды он был сильно влиятельным человеком, очевидно. С другой стороны, это влияние, мне кажется, сильно преувеличено. И им самим, и дальше всякого рода мифотворчеством. Мне кажется, в любой стране крупный бизнес, он как-то влияет на власть, так или иначе. Иногда к этому приделывают название олигархия, иногда не приделывают, это дело вкуса и темперамента полемического, да. Но олигархия все-таки такое, когда срастается власть и бизнес. Березовский, мне кажется, был сильно в определенный период довольно влиятельной фигурой, но я, честно говоря, ни разу не был свидетелем на моей памяти в администрации, чтобы какие бы то ни было контакты у него с президентом были. А мои личные разговоры с Борисом Николаевичем, когда, если не так часто, но я думаю, что раза 2-3 как-то в наших разговорах Березовский всплывал. И Борис Николаевич каждый раз на это реагировал так, в общем, как-то так хмурился и выражал всяческое недовольство. Поскольку у нас система власти в стране довольно сильно централизованная, но все-таки вершиной власти точно является президент, и
у Бориса Березовского не было сильного влияния на президента. Мне кажется, у него было сильное влияние на Коржакова, например, в какой-то момент. И Коржаков ему помогал решать много-много вопросов. Мне кажется, вот это такой был прямо бенефис его. После этого это были уже какие-то остаточные явления былого влияния, которые так или иначе ему помогали. Он вообще, безусловно, был талантливым человеком, но, очевидно, неординарным, талантливым, с неординарными идеями, дико энергичным. Энергия эта никогда не была сильно структурирована. Он все свои начинания бросал, никогда практически ничего не доделал до конца. Единство? Ну да, вот там его участие в формировании того же единства, он точно несколько раз участвовал в каких-то содержательных дискуссиях, но он точно не участвовал в реальной большой тяжелой работе по созданию единства. Но он просто по своему темпераменту никогда такие вещи не делал. Поучаствовать в какой-то беседе товарищеской, потом исчезнуть на месяц или на два и заниматься какими-то другими делами. Это абсолютно в его характере. Ну, что, собственно, с единством и происходило. Поэтому справедливости ради он действительно поучаствовал несколько раз в каких-то дискуссиях. Он проявил недюжинную энергию на первоначальном этапе, встречаясь с огромным количеством губернаторов. Ну и потом в какой-то момент он исчез из этого процесса и больше уже реально в нем толком не участвовал. Александр Стальевич, ну вот сложившийся консенсус и среди участников тех событий, и в литературе на эту тему, что все-таки Березовский создал единство, что это был его проект. Это совсем не так? Это вы считаете чушь? Нет, это действительно полная чушь. Правда в том, что он не был в стороне, он участвовал на некоторых этапах, ну, не знаю, я думаю, что это было раза 3 условно, какие-то глубокие, такие серьезные обсуждения концептуальные, в которых он был участником одним среди многих. И, безусловно, он был очень активным человеком, он мог садиться в самолет, лететь, обсуждать с каким-то губернатором это. И этим он на определенном этапе тоже очень активно занимался. Потом в какой-то момент он переключился на что-то другое и перестал всем этим заниматься. А это было самое начало работы и вовсе даже не решающий этап ни создания самого единства, ни его успехов на выборах. Успехов на выборах – это, как я сказал уже, успех единства на выборах. На финальной и самой важной части, безусловно, это поддержка Путина. До этого это большая работа штаба и большая работа тех людей, которые были лицами и каким-то таким активом единства. Вот и все. И точно я бы не сказал. Я на этом этапе даже не помню, что Березовский как-то в этой работе все и участвовал. Мне кажется, его активность была в большей степени летом, когда это были совсем предварительные какие-то этапы, вот всякие встречи, дискуссии там, и так далее. Когда речь дошла до такой практической работы, то его там близко уже и не было. То есть он как-то так фрагментарно мог появляться и исчезать, но системно в этой работе не участвовал. Системно этой работой занимался Игорь Шабдурасулов в администрации президента и Вячеслав Сушков. Владислав Сурков. Сори перед Славой. Слава Сурков, короче. Мне всегда его сложно по полному имени называть. Он Владислав, да? Владислав, да, он Владислав. Но для меня он Слава, я каждый раз, когда пытаюсь его назвать совсем полным именем, в 50% случаев ошибаюсь. Вот, Слава занимался, Игорь. Это были 2 человека, которые, так прямо на своих плечах это все вытащили. На первом этапе больше Игорь, на втором этапе больше Слава. Этим занимался как политическим проектом. Александр Стальевич, тогда последний вопрос на сегодня. Можно мы снова вернемся к этой семье? Считается, что в последние годы Ельцин был не в состоянии, работал очень мало, все время был в горках, а реально страной руководила вот эта семья, то есть Валентин Юмашев, Абрамович, Березовский, Чубайс и в том числе вы.
И вот вы все совместно принимали все решения и каким-то образом через дочь Ельцина Татьяну как-то влияли на Ельцина, а Ельцин просто подписывал все, что вы нарешали. Насколько это все так или не так? Есть ли в этом доля правды? Как все это происходило? Да нет, происходило в разных ситуациях по-разному, конечно. Мне кажется, Борис Николаевич, он довольно все-таки такой властный человек. Трудно предположить, что он позволил бы кому-то собой рулить, да. Вот. Он все, безусловно, пропускал через себя и был абсолютно самостоятельным в принятии решений. У меня никаких сомнений по этому поводу нет. Мой личный пример, мне много доставалось, от Бориса Николаевича. Вот. По разным поводам. Поэтому нет, он, безусловно, властный, самостоятельный человек с большой внутренней энергетикой. Да, правда, что этот период, он действительно далеко не всегда был здоров, он себя плохо чувствовал. Бывали ситуации, когда им приходилось с Кремля раньше уехать в Горки. Бывали случаи, когда в Кремле приглашали к нему врачей экстренно. Все это время от времени случалось, но я не помню никакого случая, чтобы он терял общую нить развития политической ситуации. Он всегда пытался ее держать в руках. Я не застал период в Кремле, когда ему делали операцию на сердце, но все рассказывают, что первым делом, когда он пришел в себя, он попросил срочно принести указ для того, чтобы отменить исполнение обязанностей другим человеком. Вот. Поэтому никакие болезни и никакие тяжелые операции у него довольно сильный политический инстинкт, повторюсь в третий раз, он довольно властный человек. Вот. И никогда не позволял собой манипулировать. Вот. Но правда состоит в том, что когда президент отсутствует на работе по причине болезни, конечно, дополнительная нагрузка на администрацию, иногда она стрессовая. Люди в администрации разумные, они всегда понимали, где эта граница, что можно взять на себя и какую границу переходить нельзя. Да? Я попадал тоже несколько раз в какие-то... Один раз была совсем драматичная ситуация. Я ее расскажу, вы потом, если не надо, это вырежете. Но это граница, как ты ощущаешь эту границу? Да? В какой-то момент это было, не помню уже когда. Помните марш-бросок на Приштину? Да. Так это было накануне ночи. Звонит мне покойный Игорь Дмитриевич Сергеев, министр обороны тогда. Времени 12 ночи или 12:30, я только приехал домой, сижу на кровати, справедливости ради еще не успел раздеться, но сижу на кровати одетый, очухиваюсь что-то. Передо мной стеклянный столик, на котором стоят 5 телефонов, как сейчас помню, которые, в общем, все с противным звуком бьются электричеством еще, когда их... Так вот, звонит один из этих телефонов, не помню, какой-то, то ли СК, то ли что-то какой-то. Снимаю телефон, девочки из спецкоммутатора говорят: министр обороны. Когда министр обороны звонит в 12 ночи, это не очень приятно. Или 12:30 ночи. Игорь Дмитриевич мне говорит: Александр Витальевич, ситуация такая. Мы с Борисом Николаевичем несколько дней тому назад в деталях обсуждали возможное развитие событий там и вокруг аэропорта в частности, и вообще. И мы с ним договорились, что в случае, если так события будут развиваться и натовцы там совершат какие-то действия, то мы должны будем выдвинуться и взять под свой контроль аэропорт в Приштине. Борис Николаевич довольно в деталях знаком со всем этим, но проблема состоит в том, что сейчас ровно произошли эти события, и натовцы там по всем нашим разведданным совершают некоторые действия для того, чтобы установить контроль над этим аэропортом. И если мы примем решение утром, то мы уже будем у разбитого корыта. Я позвонил адъютанту, адъютант сказал, что Борис Николаевич спит, и он его будить не будет. Поэтому
наверное, надо принимать какое-то решение. Так, у меня такой холодок по спине. Вот. А я же человек совсем не военный, как бы, ну и не подписывался как-то на принятие подобных решений. И не присутствовал на этих переговорах наших военных с Борисом Николаевичем. Вот. Ну и я, значит, стал разбираться в ситуации. Я говорю, так, Игорь Ильич, подождите, давай расскажите, что, где, кто, как. Можем ли мы столкнуться с натовцами? Может ли там пролиться кровь? Какие есть риски? Что, где, как? В общем, где-то он, наверное, с полчаса он мне подробно рассказывал. Я в голове себе выстраивал картину боевых действий, потенциальные риски. В общем, в конечном счете, когда я понял, что нет угрозы прямого боестолкновения и Мировой войны. Да, и какой-то мировой войны, я сказал, Игорь Ильич, валяйте, давайте, выдвигаемся туда. Значит, после этого отвалился спать. Утром рано, не помню, что-то 7 там, или во сколько-то, звоню Борису Николаевичу. Он рано просыпается. В 6 утра. Я как-то выждал разумную паузу, звоню. Надо как-то объясниться. Вот. Что такое? Я говорю, Борис Николаевич, вот произошли события в Приштине. Да-да-да, говорит Борис Николаевич, мне уже доложили. Я говорю, ну вот просто там ночью надо было принять решение, мне министр обороны звонил, Борис Николаевич, ну какое решение, а мы же во всем договорились уже с ними. Там. Ну, они, в общем, в соответствии с нашими договоренностями все исполнили. Я говорю, ну отлично, Борис Николаевич, спасибо. Он говорит, да, спасибо, хорошего дня. Ну вот, что... Ну, С Сан Стальчем пришли и очень требуют его на какую-то встречу. Да, надо бежать.